Если я спрошу вас, какие раньше были самые популярные режимы в PES, то вы наверняка призадумаетесь. Но если я уточню, какие были самые популярные оффлайн режимы в серии PES, вы наверняка ответите: Мастер-лига и стать легендой. И в целом будете правы, потому что карьера, будь то карьера тренера или карьера за игрока, всегда притягивала внимание игроков. Даже несмотря на то, что в течение длительного времени они толком не получали соответствующего обновления, просто переходя из одной части в другую. И по итогу, после обновления с PES на eFootball, Мастер-лига рано или поздно до нас все-таки доберется. Как-никак, это вопрос времени. Но что же касается стать легендой, новостей о которых как не было, так и до сих пор нет. Стоит ли ожидать этот режим в eFootball, в целом какое у него будущее, ну и все остальное, что касается этого режима, предлагаю обсудить в сегодняшнем видео. Устраивайтесь поудобнее, поддерживайте видео своей активностью, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы начинаем. Друзья, в рамках наших роликов я уже советовал вам такой сайт, как Steam Купи-код, но вы знали, что через них также можно напрямую покупать игры в Steam. На их сайте представлено около 2000 игр, которые обновляются каждый день. Главный критерий отбора этих игр — не менее 10 тысяч отзывов в Steam. Просто вбивайте в поиск и находите любую интересующую вас игру в вашем регионе. Сам же процесс покупки игр очень даже простой и, самое главное, безопасный. Сервис не требует ваших паролей, а просто ссылку на ваш Steam аккаунт. Выбираете свой регион, вводите логин и применяете мой промокод, который даст скидку в 5%. Более того, сервис позволяет авторизироваться на своем сайте через Telegram или ВК и получить за это 50 бонусных рублей. И если после покупки одной из игр вы поделитесь об этом на своей странице ВК, получите еще дополнительных 25 рублей. Для постоянных зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. Steam Купи-код Games – ваш выбор для покупки игр в Steam. Ссылка в описании. Еще до того, как eFootball 2022 получила свое крупное и полноценное обновление, когда заимела режим Dream Team, мы гадали, что же будет с режимом карьеры за игрока. И тогда было два варианта. Либо он появится, но крайне обрезанным, то есть без каких-либо обновлений, либо не появится вообще. С того момента прошло около года, возможно даже полтора, и что же можно сказать по прошествию этого времени? Мы скорее близки ко второму варианту развития событий, нежели к первому. Понимаете, дело в том, что когда мы еще ждали PES 2022, Konami делали соответствующий анонс о том, что они берут год перерыва на разработку 22 части, поэтому 21 часть будет сезонным обновлением. Они так или иначе упоминали, что режим My Club претерпит изменения, то есть это Dream Team, точно так же, как и Мастер-лига. Но про режим карьеры за игрока, про стать легендой они не упоминали вообще ничего. До релиза eFootball были некоторые слухи, они касались Мастер-лиги, возможно даже что-то затрагивало и карьеру за игрока, но как таковых новостей, вот конкретно по режиму, конкретных слухов, как это с Мастер-лигой, по карьере за игрока банально отсутствует, банально их нет. К тому же вспомните наши предыдущие ролики по Мастер-лиге, так или иначе ее следы, но виднеются в файлах игры, в то время как следы стать легендой отсутствуют напрочь. И я думаю, что это ясно говорит о том, что режиму, судя по всему, нет места в новоиспеченной серии eFootball. И скорее всего из двух легендарных оффлайн режимов мы увидим только один. Если и подобной аргументации в кавычках вам покажется мало, то давайте вспомним все официальные анонсы Konami, когда они так или иначе, но упоминали Мастер-лигу. Опять же, это в том же самом сообщении, когда они брали перерыв вместе с сезонным обновлением для релиза 22 части PES. Они там упоминали только Мастер-лигу, карьеру за игрока не упоминали. И уже когда вышла eFootball и Konami сообщали, что в будущих обновлениях eFootball появится Мастер-лига, про стать легендой не было ни слова. К тому же, грубо говоря, если спросить какого-нибудь дурандила, который изучает файловую систему игры просто от и до, наверняка он скажет, что ни единого следа, ни единого упоминания о режиме стать легендой просто нет. И учитывая, что режим не получал как такового обновления аж с 2013 года, когда серия PES перешла с предыдущего на тот момент движка на движок Fox Engine, судя по всему, у режима и вправду очень печальное будущее. С другой стороны, оно неудивительно, учитывая, до чего
чего довели его Konami. Ведь если вы попытаетесь сыграть в этот режим в последних частях, в 20 или в 21, вы просто ужаснетесь от уровня тамошнего интеллекта, отсутствия разнообразия, когда оное было еще в 13 и в 12 части, и в целом неоправданную продолжительность карьеры, которую вы не сможете никак контролировать. То есть, если раньше можно было завершить карьеру когда угодно, то в последних частях все происходит по одному отработанному сценарию до определенного возраста. Поэтому, как бы печально это не было признавать, но, судя по всему, режим карьеры за игрока в серии eFootball мы, скорее всего, не увидим никогда. Может быть, лет через 10-15, если Konami еще будут существовать, а их игра будет поддерживаться, может быть, они снизойдут и все-таки выпустят подобный оффлайн режим. Но учитывая нынешнюю направленность на онлайн и в целом их пассивность в отношении той же Мастер-лиги, я думаю, про стать легендой говорить вовсе не приходится. И это печально на самом деле. И да, это был очередной поток воды, на который, скорее всего, будет много возмущений, но опять же, было множество вопросов и догадок, что же будет с карьерой за игрока, стоит ли ее вообще ожидать, и если нет, то почему. И надеюсь, что на эти вопросы я смог дать вам хоть какой, но тем не менее ответ. Ваше же мнение по всему услышанному я буду рад узнать в комментариях под этим роликом, что вы думаете насчет режима в целом, играли ли бы вы в него, если бы он появился. Ну и в целом делитесь своими впечатлениями от игры в этот режим в предыдущих частях серии PES, в 13, в 17, в 20, ну и так далее. Поддерживайте видео своими лайками, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые, ну и про наши соцсети также не забывайте. Я всех благодарю за просмотр, желаю вам удачной игры, ну и не забывайте старые добрые режимы. Всем пока!